Всем привет, с вами Дэн. Ну что же, путник вернулся. Две лимитированные модели. Сейчас мы про них с вами поговорим. Ну что же, новая коллекция «Путник» — это такое переосмысление и продолжение идеи часов «Время России» 2015 года, оснащенных запатентованной Константином Чайкиным системой отображения времени во всех часовых поясах страны, от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. И как видите, в этой новой версии уже нет схематического изображения карты России, но при этом дизайн в целом остался весьма и весьма узнаваемый, и индикация текущего времени во всех 11 часовых зонах осталась прямо на циферблате. И знаете, наверное, первое, о чем сразу думаешь, это о том, что на читаемости это не сказывается. Насколько же просто читать, видеть время в разных часовых поясах в этой модели. Это что-то невероятное, да? Хотя, казалось бы, вроде бы многие пытались это сделать, но в «Путнике» они видны просто прекрасно. Главная особенность модели — это секторная апертура 24-часовой шкалы в нижней части циферблата. И здесь 11 крупнейших городов России, которые обозначают часовые зоны как раз. Да, у нас Калининград, Москва, Самара, Екатеринбург, Омск, Красноярск, Иркутск, Якутск, Магадань, Петропавловск-Камчатский и Владивосток. Ну и от каждого города получается так, что идет луч, который на противоположной дуге показывает разницу во времени относительно московского. Крутяк, да? Очень круто. Очень крутая реализация. И все функции на самом деле здесь просто управляются одной заводной головкой. Ну и, собственно, как это действует. Первое положение часовой головки против часовой стрелки у нас меняется, настраивается время в 11 часовых зонах. А по часовой стрелке мы с вами меняем дату. Ну и во втором положении часовой головки, собственно, меняется время. Гениально и просто. Сразу по цене и одна и вторая модель будут стоить 89 тысяч рублей. И, как видите, у нас две версии. Первая версия — это «Путник рубиновый свет», у которой такой глубокий, густой рубиново-красный циферблат, корпус из стали с PVD-покрытием черным. Ну, здесь, наверное, и Мегаполис приходит в голову, и Красная площадь, конечно же. Лимитка 100 экземпляров, и такие часы будут продаваться только в бутике Константина Чайкина в ГУМе на Красной площади. Эксклюзив. Вторая модель называется «Белый снег». Понятное дело, вдохновлялась российской зимой и снегом. Здесь тоже лимитка, тоже 100 экземпляров, но доступна она будет как через официальный сайт бренда, так и в бутике Константина Чайкина в ГУМе. По характеристикам. Характеристики модели идентичны, за исключением того, что в версии Rubin здесь покрытие PVD черное. Все остальное одинаковое. Ну, давайте пройдемся быстренько по характеристикам. Значит, корпус, диаметр 42 мм, высота 11 мм. Давайте посмотрим от ушка до ушка 49 мм. Ремешок на 20 мм, то есть можно будет любой сторонний поставить. Безель у нас вращается только против часовой стрелки. Так, со шкалой компаса. На задней крышке гравировка роза ветров. Основные характеристики здесь также указаны. Водозащита 100 метров, стеклосапфировое с антибликовым покрытием, кожаный ремешок. Черный, да, матовый такой, кстати, не отвлекает на себя внимание. Ну, наверное, для путника как раз-таки это правильно. В общем, дело-то главное на циферблат смотреть, правильно? Механизм кварцевый калибр Ronda 515.24D. Функционал: индикация часов, минут, секунд. Индикация времени в 11 часовых поясах России с помощью запатентованного диска. Также есть дата у отметки 12 часов, кстати, такое необычное расположение. Ну и, как я уже говорил, цена 89 тысяч рублей. Кстати, здесь на задней крышке сделано в России. И часы разработаны мануфактурой Константин Чайкин. Хочется в коллекцию? Сразу захотелось? 100%.
Но всего 200 штук, если взять обе модели. Так что, я думаю, разлетятся как горячие пирожки, 74 грамма всего. А потом, как обычно, на Авито втридорого будут. Ну, думаю, так оно и будет. Если у вас другое мнение, обязательно пишите в комментариях, будет интересно. Как видим, есть люминофор на стрелках и на метках, и это правильно, потому что часы, по сути это дело, часы для путешественников, часы для тех, кто часто путешествует по России, командировки, туризм, либо просто нравится, и, соответственно, часто меняют часовой пояс, поэтому это весьма удобно. Плюс, если, опять же, вот как мне кажется, если работаешь, например, работа связана с тем, чтобы часто коммуницировать с людьми, которые находятся в других часовых поясах России, то, опять же, очень удобно на запястье сразу понимать, сколько у них времени, сколько у тебя времени. По-моему, это круто. Идея, на самом деле, гениальная, и с учетом того, что в России действительно огромное количество часовых поясов, я бы сказал, это прям необходимость, потому что даже здесь быстрее, чем на смартфоне, можно будет посмотреть, сколько времени в другом городе России. Это прям круто, вот для таких целей. Жалко, что на самом деле такие маленькие лимитки, всего по 100 штук. Черные PVD, такие более яркие, более насыщенные, сочные часы. Я думаю, что я бы, наверное, выбрал версию белый снег, потому что такие более лаконичные, что ли, для меня. И мне нравится здесь как раз-таки нет покрытия, можно посмотреть на полированную сталь. Ну и раз уж мы заговорили про полировку, посмотрите, здесь все по ушкам очень приятно. Такие резкие, но нигде ничего острого нет. Но ушки очень-очень резко выглядят, прям звенят. Хорошо сделано, класс. Безелем пользоваться достаточно удобно, несмотря на то, что он такой чуть-чуть шире, чем корпус, достаточно гладкий. Взяться есть где на самом деле, но безелем вы в принципе не будете часто пользоваться. Главное это как раз вот эта вот нижняя часть циферблата, где часовые пояса. Лучистый циферблат, достаточно объемный за счет того, что получается у нас нижняя часть это часовой пояс, дальше идет как раз основная часть циферблата, метки и потом секундная разметка на внутреннем скошенном ранте. Ну, достаточно крупные, они такие ощущаются мощными крупными часами. Все-таки 42 мм, широкие уши. Ну, такие часы, знаете, для мужиков, что называется, которые всегда на движении. Кстати, классное сочетание, серебристый получается у нас с черным ремешком, мне прям нравится. На руке удобно, посадка у них удобная, несмотря на то, что это не самая маленькая модель и ушки не самые короткие. Бакля у нас брендированная. Ну и рубин. Рубин, конечно, более яркий, да. Очень красивый оттенок циферблата. Он, конечно, хорошо сочетается с черным. Но мой выбор все-таки белый снег. Как-то вот они больше нравятся. Напишите в комментариях, какая модель нравится вам больше. Кстати говоря, серийный номер здесь 99 экземпляров 37. 100-й экземпляр, видимо, будет в чьей-то коллекции под номером 0 и в продажу не поступит, насколько я понимаю. Здесь 2099. Интересно. Номер 20. Ну что ж, какому-то счастливчику достанется. Очень насыщенный циферблат. Отличная здесь печать по городам. Мощные стрелки. Ну, с читаемостью здесь проблем никаких нет. И мне нравится, конечно, визуализация городов, поясов. Это вот, наверное, конечно же, главная фишка часов. И сделана, по-моему, просто превосходно. Ну что же, по итогам, как мне кажется, шикарно реализованная идея по часовым поясам. Это главная фишка часов. Уже несколько раз об этом говорил, но они, в принципе, посвящены именно этому.
Сама по себе модель сделана весьма и весьма приятно. Понятно, что это редкость, понятно, что часы, в которых идею, механизм разрабатывал Константин Чайкин, сметут просто такие с полок сразу же. Было бы, наверное, здорово, если бы была бы какая-то нелимитированная модель, которую можно было бы всегда приобрести, потому что мне кажется, что вот такие часы именно могли бы быть супер популярны у людей, которые действительно очень часто летают по России, потому что наглядно, полезно и круто, реально круто сделано. Отличная идея, отличные модели, два разных цвета, это здорово. На этом у меня все. Всем пока, с вами был Дэн, конечно же, увидимся.